Здравствуйте, дачники! Не буду вас сегодня мучить долгими подводками, приступлю сразу к делу. Индивидуальную мебель можно создать не только своими руками, но и своей головой. Я спроектирую комод, закажу распил по размерам и произведу сборку. Делать я решила из 16-мм ЛДСП, размер корпуса будут 1000 на 800 на 400, так как они оптимальны для расположения мебели. Приступим. Строю простейший каркас. Боковые стенки и между ними днище. Для того, чтобы посчитать его длину, я из габаритной ширины в 1000 мм вычитаю толщину боковых стенок 32 мм. Соответственно, 1000 минус 32 получается 968 мм. Ширина у него такая же, как у боковых стенок 400 мм. Высота боковых стенок 800. Сверху будут две перемычки, так называемые царги. Их я сделаю 100 мм шириной. В принципе, они могут быть любыми, просто для ровного счета сделаю 100. Длина 968, так же как у днища. У комода будут 3 ящика одинаковой высоты. Мне нужны для них 3 пары направляющих. Это будут шариковые направляющие полного выдвижения с амортизаторами. Их толщина 13 мм. Длина 350 мм – это максимальная длина, которую можно сюда вставить при такой глубине комода. Выдвинутыми я их нарисовала просто для наглядности. Чтобы посчитать ширину ящика, ширину передней и задней стенок, мне нужно из габаритной ширины в 1000 мм вычесть толщину боковых стенок комода 32 мм и толщину зазора между ящиком и боковыми стенками, куда устанавливаются направляющие. Также нужно к толщине зазора добавлять 1 мм на погрешности, технологические зазоры и люфты. Получается 1000 минус 32 минус 26 минус 1, итого 941 мм. Это передние и задние стенки ящиков, таких элементов 6. Чтобы посчитать длину боковых стенок, нужно из общей ширины 400 мм, вот этой, вычесть толщину передней и задней стенок 32 мм и зазор от задней стенки ящика до задней стенки комода. Получается 400 минус 32 равно 368 мм. Для ровного счета возьму зазор 8 мм, и тогда боковая стенка получится 360 мм. Чтобы посчитать длину днища, мне нужно вычесть из длины передней стенки 941 мм, толщину боковых стенок 32 мм. Получается 941 минус 32 равно 909 мм. Ширина у него будет так же, как и у боковой стенки, 360 мм. Теперь фасады. Чтобы посчитать высоту фасада, мне нужно вычесть из общей высоты 800 мм зазор от фасада до столешницы, 2 зазора между фасадами и зазор от фасада до пола. Верхние 3 зазора у нас будет по 4 мм, а снизу будет 14. Остаток делю на 3 фасада. Получаю высоту фасада 258 мм. Чтобы посчитать ширину, по 5 мм с боков убираю от габаритной ширины. Получаю 990. Возвращаюсь к ящикам. Высоту ящика я получила следующим образом. Он должен быть, естественно, по высоте меньше, чем фасад. Варьирую в редакторе, как это должно выглядеть. Я хочу, чтобы сверху был побольше выпуск, несколько сантиметров, а снизу поменьше, буквально несколько миллиметров. Получив визуально нужный результат, высота ящика будет 210 мм. Это касается и длинных, и коротких стенок ящика. Далее задняя стенка. Она сделана из ДВП толщиной 4 мм. Справа и слева я беру зазор по 5 мм, чтобы ее не было видно. Сверху и снизу 5 на обе стороны. Общий размер детали получается 990 на 795 мм. Остается столешница. Столешница должна нависать над фасадами. Сзади, чтобы можно было придвинуть комод к стене, не уперевшись в плинтус. И по бокам на 1,5 см будет достаточно.
углы скругляем радиусом 20 мм. Получается размер столешницы 1030 на 450 мм. Прежде чем начать сборку, хочу поделиться радостью о новом приобретении. У меня теперь есть вот такой вот небольшой верстак, как раз для моей узкой микро-мастерской. Он сделан из ламинированной водостойкой фанеры. Он складной и компактный, всего 120 на 60 см. В нормальном положении верстак опирается на неподвижные ножки, выдерживает вес до 200 кг. Внизу есть полка, кидаю туда все, что нужно в данной работе. У него есть колесики, удобно передвигать. То, что он легко складывается, это невероятный плюс для меня. Удобно хранить в сложенном виде в маленькой мастерской, где место на вес золота. И очень удобно брать с собой на выездные работы. Катается со мной на заднем сиденье гольфа. Я им очень довольна. Если он вас заинтересовал, то ссылочку я вам оставлю в описании. У него на сайте есть собратья покрупнее. А сейчас на своем новом верстаке произведу сборку комода. Приехали мои детали. Про сборку рассказывать не буду, это все индивидуально и все смогут. Хочу поговорить о цене. Получилось недешево, но я вас уверяю, не дороже, чем в магазинах. Поскольку это был мой первый опыт, не все я сделала оптимально. На заказе комплектующих можно было сэкономить. Довольно ощутимую часть стоимости составляет цена кормления. Его можно было сделать самостоятельно, купив кромочную ленту и на этом сэкономить от 1500 до 3500 рублей, в зависимости от типа кромки и того, где все покупать и заказывать. Можно было сэкономить на раскрое. Стоимость одного листа ЛДСП это примерно 2500 рублей. У меня при раскрое получилось 2 листа. Уже потом я поняла, что можно было все детали разместить на одном листе. Для этого необходимо было некоторые детали, которые не видны снаружи и не критичны для внешнего вида, например, днище комода, расположить так, чтобы рисунок на ламинированной части располагался не вдоль длинной стороны, а поперек. Тоже можно было сделать и с длинными стенками ящиков. Поигравшись на онлайн-калькуляторах раскроя, можно найти вариант расположения всех деталей на одном листе и сэкономить 2500 не в ущерб качеству. Для тех, кто не чувствует твердости в руках и сомневается, что может просверлить отверстие для монтажа сам, можно заказать присадку. Так называется эта услуга. Мне это бы стоило еще в районе 600-700 рублей, но я сверлила сама, так что на этом я сэкономила. Ну все, прикручиваем столешницу, наводим красоту. Друзья, проектируйте, творите, дерзайте. Ничего сложного и сверхъестественного. На фабриках мебель делают обычные люди. Это был хороший опыт, а с опытом все легче и интереснее. Я категорически желаю вам творческих успехов. Пока, дачники! А кто не поставил лайк, тот Филипп Киркоров.